Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими выпусками и встречами с политологом Александром Лазаревым. Он на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, ну что, расширяется, кажется, ну или всячески пытается расшириться война на Ближнем Востоке. Вчера летела по Турции, да, американский корабль сбил, сообщил, обломки упали на, в общем, приграничье турецкое, били по конкретно американской базе. Сегодня тоже какая-то странная информация с Азербайджаном, да, потому что дроны ударили по аэропорту Нахичевань, в общем, там рядом школа, пожар, и Турция, и Иран заявили, что будут, ну, Турция не будет отвечать, они оставляют за собой право, а формулировка у Азербайджана круче, она говорит, мы ответим обязательно Ирану. Это все происходит на фоне, вот, казалось бы, вчерашних, пока не подтвердившихся по состоянию на наш момент нашего разговора, вот этих информационных вбросов о том, что курды будут задействованы, их якобы готовят ЦРУ, Моссад, и они возьмут на себя наземную историю. Ночью об этом сообщили, пошли сразу опровержения, но азербайджанская армия уже стала на границах в полной боевой выкладке, и все так сделали вывод, что это понятно из-за вот этого наземного обострения. Воздушная война не убила режим. То есть аятоллу можно было убить, но режим в Иране не убила. Трамп, который вчера, позавчера всех уничтожил, всех там флот потопил, объекты как бы поразил. Но если мы видим вот такое развитие ситуации, это же нам явный признак того, что целей своих не добился. Почему? Ну, есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. Да? И логика обстоятельств, она очень часто корректирует первую логику, на которую полагается в данном случае Дональд Трамп и другие государства, которые работают в связке с Соединенными Штатами Америки. То есть планировалось быстрыми массированными ударами выбить полностью верхушку Ирана, вот, уничтожить режим аятолл, уничтожить глав КСИР. Отчасти им это удалось, да, ликвидирован, значит, аятолла Хаменеи, около 50 высших руководителей корпуса стражи исламской революции также ликвидированы. Соответственно, дальше заявляли, что удар по парламенту наносился, потом удар наносился по комиссии, которая занимается назначением, ну, выборами, да, нового духовного лидера Ирана. Была информация о том, что был ликвидирован предыдущий президент Ирана, потом он вроде как появляется уже на публике и живой, ничего с ним не случилось. Ну, то есть работа ведется, и то, что происходит, указывает на то, что в данном случае конфликт с Ираном носит затяжной и очень серьезный характер, и он отличается от предыдущих конфликтов, которые были ранее. Я хочу напомнить, что в конце 2019 года был серьезный конфликт и обострение между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Тогда даже отбомбились, и Иран отбомбился по американской базе, но, правда, предварительно предупредив американцев, что будут бомбить именно эту базу, поэтому, уважаемые американцы, вы как хотите, но мы вам сказали, да. Вот. Собственно говоря, ни одного американского солдата тогда на территории военной базы не было. Потом был ликвидирован один из командиров КСИРа Кассем Сулеймани, который сейчас в Иране считается чуть ли не народным героем, да, там в честь него называются и корабли, и прочее. То есть, это довольно-таки серьезная фигура, и он был серьезной фигурой во времена своей жизни. То есть, он серьезное воздействие указывал. Через него работа велась и с ливанской Хизбаллой. То есть, это довольно такой плотный генерал был, который работал в иранской армии. Но его американцы ликвидировали. Это сделали на территории третьего государства, на территории Ирака, ракетным ударом. Потом даже тело не удалось опознать. То есть настолько они сработали. Но после этого все замялось. Я хочу напомнить, замялось тогда. Произошла очень страшная трагедия, в первую очередь для нашего государства, для нашего народа. Был сбит украинский гражданский борт. Вот. И после этого все внимание переключилось на эту трагедию, и тема с американским и иранским ответом замялась. Потом несколько раз конфликты возникали. Вот. Конфликт был уже между Израилем
Вот и Ираном американцы вроде как впряглись, урегулировали, сказали, что вот необходимо договариваться, необходимо вести переговоры, вроде как всех утихомирили. Да, и эти переговоры и конфликтная ситуация, она время от времени возникала. И вот она возникла еще раз. И казалось бы, вроде как и приезжали высшие американские чиновники в Иран. Они там встречали, не в Иран, а встречались с иранской делегацией. Они вели переговоры, какие-то гарантии вроде получили, о чем-то вроде как договорились, проходит буквально месяц, по щелчку пальца начинается операция, и начинается операция нешуточная, после которой, то, что я сказал, были ликвидированы, да, высшие лидеры иранского государства. Но система и сам строй, да, в котором правят аятоллы, он создан таким образом, что здесь как Змей Горыныч. Одну голову рубят, да, три вырастает. У них около 80, так сказать, на скамье запаса сидит, да, простым языком выражаясь, людей, которые готовы вступить и занять этот пост. Более того, там очень идеологическое руководство. То есть я даже не побоюсь того слова идейное руководство. Да, конечно, оно любит власть, они хотят у власти оставаться, они туда никого не пускают. Определенные преференции власти, конечно же, они используют, но тем не менее у них есть там своя цель, своя идея, и они готовы умирать. То есть они умирают не за деньги, они готовы умирать за какие-то свои идеи и ценности. Какие это ценности, это уже десятый вопрос. Да? Мы вот обсуждаем с научной точки зрения, как явление, как факт. Вот поэтому, собственно говоря, да, очень сложная система внутри Ирана, раскачать ее просто так не получалось у американцев. И не факт, что получится в ближайшее время, а особенно после того, как были нанесены массированные удары. И эти удары не только по правительственному кварталу, не только по центрам принятия решений. То есть подобные действия могут, наоборот, мобилизировать общество вокруг действующего режима, если режим будет вести себя прагматично, правильно с точки зрения, да, логики боевых действий и мобилизации общества. Опять я говорю правильно с точки зрения именно того режима, который там есть, и того общества, которое есть. Поэтому уже Трамп заявил о том, что наследный принц Реза Пахлеви, не факт, что он сможет стать там руководителем, и не факт, что получится его туда назначить. Но сам факт того, что начинается сухопутная операция с привлечениями курдов с территории Ирака, говорит о том, что воздушные удары не возымели того эффекта, на который рассчитывали американцы. То есть не получилось наскоком сломить режим, сломить ситуацию, и придется, скорее всего, ввязываться в длительный конфликт. Но с учетом того, что у Соединенных Штатов Америки самый важный аспект, забывать не надо, выборы, и выборы эти будут в ноябре месяце 26 года, американская сухопутная операция – это смерть политического имиджа, да, и политической карьеры Дональда Трампа. Потому что Иран, ну, я хочу всем напомнить, это огромная страна по площади, население около 90 миллионов человек. То есть мобилизовать, да, там армию, опять-таки, идейных людей, которые готовы будут отдавать свою жизнь, им гораздо проще, чем в других странах. Соответственно, мобилизационный потенциал там огромный. Вот. И если американцы туда вяжутся, ну, боюсь, могут не потянуть. Поэтому американцы прекрасно понимают, чтобы не было огромных количества жертв среди американской армии, необходимо использовать прокси. В данном случае этим прокси выступают курды, вот, которые имеют свою мотивацию в войне с Ираном, и вот они как бы объявили об этой операции. С другой стороны, есть Азербайджан, да, который находится в том же регионе, что и Иран, то есть у них общая граница у Азербайджана и Ирана. Отношения далеко не всегда были, так сказать, нейтральные, да, я не скажу вообще дружественные. То есть отношения время от времени были напряженные с Ираном и у Азербайджана. А плюс залет этого беспилотника, плюс еще пострадала школа, и азербайджанские войска, как вы правильно подметили, уже стоят на границе с Ираном. И мне бы не хотелось этого, конечно, констатировать, но, может быть, действительно начата сухопутная операция и со стороны Азербайджана. Что это значит на практике? Это значит, что могут ракеты лететь и в ту сторону. И это очень плохо, потому что могут поджечь и Кавказ. В этом случае, то есть ситуация набирает обороты, и эти обороты не в пользу мира, далеко не в пользу мира. Но здесь тоже нужно опять... Я всех призываю трезвее смотреть на эту ситуацию. Потому что задача, например, втянуть кого-то еще
она принципиальная, она стоит. Поэтому тут турки, которые отмежевались от бомбежек Америки, Азербайджан, который вслед за турками отмежевался от бомбежек Америки, что мы не поддерживаем, воздушное пространство не даем. Вот кого-то же из них надо обязательно втянуть. Но тут же если втянуть одного, то втянется и другой. Тут вот, государство связано. Это раз. Но курды вообще ломают всю картину. Потому что отношение к ним, что в Турции, что вообще в регионе, ну, все понимают, негативно. Я имею в виду официальных как бы стран, да, хотя там есть и иракские курды, есть, собственно, сирийские там тоже. То есть мы имеем, вот когда говорили, подожгут Ближний Восток, вот карта курдов, вот это то, что может поджечь этот Ближний Восток. В прямом смысле этого слова. Однако тут есть еще один очень интересное подноготное. Вовлечение сил курдов, ровно как и вот эти непонятные удары, потому что Иран официально сказал, мы по Турции не били. И на момент нашего с вами разговора еще нет официального, ну, скажем так, посыла Ирана, что они по Азербайджану не били. Я думаю, будет этот посыл. Ну, вот я думаю, четко скажут, это третья сила. То есть это конкретно стилистика вот этого ложного флага, и мы ее наблюдаем. Этот вот вопрос только, поведутся или не поведутся. Ну, условно, там, азербайджанцы, турки на вот эту историю, да. Будет это единичная история или это будет как бы такая назойливая как бы раскачка ситуации. Но кто выгоду несет от этого? Вот в чем главный момент. Трамп очень спорный вопрос, вы правильно подметили по поводу выборов, его разрывают там демократы, которые, внимание, на фоне их беспомощности, вообще безалаберности внешней политики кажутся прям светилами, которые за мир, которые говорят, вы что, нет, а они в сонме, то есть в едином порыве сливаются с маговцами, отброшенными от стола Трампа, потому что Трамп не выполняет своих обещаний. То есть демократы плюс вот эти сторонники мага получаются, ну, на другой стороне, против Трампа. И Трампу невыгодно поджигать в том смысле Ближний Восток, в котором он сейчас разгорается. Так а кому выгодно? Все видят, как молчит Китай. Ну, молчит. Ну, то есть, стандартное заявление, ничего такого. Сегодня сказали, все, дизель не будем отгружать никуда, до свидания. Путин вообще разыгрывает эту карту энергетическую. Говорит, а мы выходим из рынка Европы не через месяц условный, там, или к 2027 году, когда вы полностью сами откажетесь. Мы сейчас выходим, есть кому продавать. Пошли вон, европейцы. Что же это за сила, которая стоит за вот этим большим пожаром? Ну, тут просто красота игры на самом деле всех, и я бы отметил определенную связку. Да? То, что вчера сказал Путин, это очень так хрестоматийно ложится в всю эту парадигму, в эту историю. Вот если мы посмотрим, как влияет сейчас война на Ближнем Востоке на европейский энергетический рынок. То есть, кто Европе продает в основном углеводороды? Соединенные Штаты Америки. Это СПГ, это нефть, то есть нефтепродукты. Дальше Россия продавала, да, сейчас в меньшем объеме, но до сих пор сохраняются неплохие объемы. Вот, где-то в обход санкций, где-то через третьи страны, но продажа все-таки ведется и торговля ведется. И Европа покупает российские углеводороды, и это подтверждают официальные европейские лица. И третья страна, которая поставляла туда СПГ и нефтепродукты, это был Катар, который сказал, что по объективным причинам сейчас поставлять в Европу, ну, ничего практически не может. Вот не могу я поставлять, говорит Катар, потому что, Ормузский пролив, Иран там бьет по танкерам, да, то блокирует, то открывает, американцы говорят, что все в порядке, Ормузский пролив открыт, можете идти, идет какой-то танкер, да, Иран наносит удар. Собственно говоря, все понимают, страховые компании отказываются страховать эти грузы, да, судовладельцы отказываются
пускать туда танкера, то есть блокируется торговый промысел, да, нефтепродуктами в этом регионе. Дальше удары по НПЗ и по другим заводам, которые связаны там и с СПГ на территорию Катара, говорят о том, что Катар в ближайший месяц, это официальное заявление государства, в Европу ничего поставлять не будет. Китай говорит о том, что ограничивает любой экспорт нефтепродуктов со своей территории. Китай до начала войны в Иране, Китай, если посмотреть статистику, она есть в открытом доступе, массово начал закупать нефтепродукты, и огромное количество танкеров сейчас стоит в портах Китая. Значит, знали, значит, понимали, к чему сейчас идет ситуация. Дальше смотрим на ситуацию, смотрим на Европейский Союз, то есть на образование надгосударственное, которое Трамп метко назвал таким бытовым словом, да, как лохи, которые покупают ветряки. Ну, слова президента США, так сказать, из песни не выкинешь. Вот. Почему он так сказал? Потому что, тут объективная реальность. Значит, Катар газ туда не дает. Русские говорят: ребят, вы хотели отказаться в 2027 году, давайте сейчас. Вот как раз сейчас самое время, когда рынки обрушиваются на территории Европейского Союза, когда углеводороды в X2 вырастают, Британия, Goldman Sachs делают заявление о том, что в 2 раза стоимость нефтепродуктов выросла, и стоимость газа тоже вырастет, и это не пределы роста. Вот. У вас остается один поставщик. И кто это? Дональд Фредович Трамп. То есть это та фигура, которая называет вас лохами, которая говорит, что по Германию нужно ударить, которая рассказывает Испании, условно говоря, да нам наплевать, даете вы разрешение или не даете, мы придем, возьмем и будем пользоваться, чем мы захотим и где мы захотим. То есть Трамп по отношению к Европе ведет себя как собственник этого континентального пространства. То есть он говорит: это мое. Что является Европейский Союз для Соединенных Штатов Америки, а конкретно для республиканцев и для той группы бизнес-кланов, которую представляет Дональд Трамп? Экономический конкурент. Об этом прямо уже заявлено раньше, об этом по косвенным признакам, по действиям можно было судить. А сейчас прямо в стратегии по национальной безопасности записано, что Европа – это конкурент Соединенных Штатов Америки, с которым необходимо решить вопрос. Как решается вопрос с экономическим конкурентом? Конечно же, создаются условия, при которых этот конкурент не может конкурировать на рынках сбыта. Что это за условия? Стоимость производства, стоимость постоянного капитала, который увеличивается из-за доли углеводородов в производстве того или иного продукта и автоматически становится неконкурентоспособным по сравнению с американским продуктом. Что в будущем, не в будущем, что уже привело и подталкивает другие компании, которые устойчиво занимали свои позиции в Европе, переводить материнские компании на территорию Соединенных Штатов Америки. Я уверен, Трамп сейчас эту тему опять вспомнит, опять скажет: уважаемые, если вы хотите сохранить свой бизнес, переводите к нам. У нас условия лучше, у нас производство дешевле, у нас энергетика может быть субсидирована для хороших производителей, у нас налоговые льготы будут, поэтому кто-то, Мерседес, кто еще не ушел окончательно, приходите к нам. Европа – это все, это прошлый век, это страны третьего мира, и мы их сейчас таковыми сделаем. И у Трампа, благодаря его партнерам, геополитическим партнерам, да, помимо ситуации, которую он сам создал, на Ближнем Востоке, да, с этой войной, которая напрямую влияет на стоимость энергоресурсов. Еще, я так понимаю, есть определенная, возможно, договоренности или недоговоренности. Тут кто как хочет может судить. Например, с Российской Федерацией. Когда Российская Федерация в лице Владимира Путина делает заявление, говорит: это не руководство к действию, это так, мысли вслух. Вот, мы прекратим поставки газа. Вы же не хотели, это же газ и нефть без молекул свобод, он какой-то неправильный, он вам не нравится. Тогда покупайте американский. И что получается? Дональд Трамп становится единственным монополистом, то есть Дональд Трамп, я имею в виду Америка, США становится монополистом в поставках углеводородов на европейский рынок.
А что это значит? Если от тебя зависит, от единственной персоны, условно говоря, фигуры страны, зависят поставки необходимого продукта для твоего прямого конкурента, то ты сделаешь все, чтобы этот продукт стоил неподъемных денег, либо подъемных для покупки, но неподъемных уже для потребления на производстве. И в итоге Европа скатится в такой экономический кризис, который до сегодняшнего дня им еще казался чем-то мифическим. Хотя Европа вся в стагнации практически находится. Если мы возьмем, например, те же отчеты Международного валютного фонда, то мы увидим, что роста экономики нет. Только отдельные страны показывают там 0,1, 0,2% роста. Но так, как было раньше, да, по 3%, по 2,5%, по 5%. Уже в Европе такой сказки нет. У них было падение и немного идет восстановление. А дальше красота, просто следите за руками, красота игры. Кто-то должен выделять кредиты, кто-то должен спонсировать Зеленского, кто-то должен выделять деньги на военно-промышленный комплекс. Если американцы отказываются, Европе вкидывают такие бабки, такую стоимость энергоресурсов, что они последние бабки тратят. Тогда вопрос, а как они это все будут делать? А где кредиты? А откуда эти деньги взять? А если они выделят кредиты при таком кризисе, то как поведут себя настроения в обществе? А как на этом сыграют правые политические силы, которые напрямую ориентируются на республиканцев? То есть идет полное удушение экономической европейской зоны, Европейского Союза. И Дональд Трамп в этом смысле самый главный выгодополучатель. Но, возвращаясь к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор, я хочу сказать, что не все так гладко, как планировалось. Вот этот конфликт, который разрастается, он может банально выйти из-под контроля и втянуть Соединенные Штаты Америки. И попутно, да, когда они будут уничтожать там европейскую экономику, они могут проиграть выборы, если это затянется и не будет видимых результатов, и если Соединенные Штаты Америки понесут какой-то ущерб, какой-то урон касательно, например, жизни американских граждан. Вот здесь очень тонкая грань, на которой Трампу необходимо балансировать. Ну, здесь политика столкнулась с войной. Я знаю, есть выражение «война, политика другими средствами», а вот здесь вот именно, тут это ведь очень важно сейчас. Есть другая угроза, которая, мы сейчас про Украину поговорим отдельно, но которая затронет и Европу, и Америку, и близлежащие страны, и страны Персидского залива, которые там долго терпели, и вроде как там что-то заявили, будут вступать куда-то. Хотя это, еще раз, это все вилами по воде писано, это хотелки Трампа. Азербайджан не идет в сухопутную операцию пока что на Иран, а может и не пойдет и вовсе. Азербайджан будет защищаться, Турция говорит, мы будем защищать свои границы. То есть здесь очень важный момент. Да, вот страны Персидского залива тоже защищаются. Там, кстати, уже пишут о том, что какая-то страна приняла приглашение Зеленского. Ну, вот это вот к разговору о том, что дроны-перехватчики вот этих наших Федоровых, Стерненков, орденоносцев. Ну, это как бы, это, смотрите, это вот все на самом деле сейчас массово забрасывается, как с этими курдами, которые вот уже 1000 человек перешли границу, а потом выяснилось, что да, ну, как-то не совсем так выглядит на практике. Идет расшатывание ситуации, и кто-то это очень серьезно планирует. Тут очень важный другой момент. Уже сейчас есть серьезные риски, что вот этот так называемый цивилизованный мир и близлежащие страны, и вот эти тихие гавани будут подвергнуты террористическим атакам. Об этом говорят очень сухо, безэмоционально, а это основной признак, что так и будет. Причем на долгие годы вперед. И одно дело там, ну, там эти башни-близнецы, есть же конспирологи считают, что их подорвали, что там это не самолет. Ну, самолет-то влетал самолет. То есть покажется цветочками. Одно дело там гонять вот этих бармалеев по пустыне, которые там организации какие-то, да, а другое дело там на государство, причем бить конкретно по идеологическим вещам, духовным вещам, там духовный лидер аятолла, так на секундочку, месяц идет Рамадан, который, ну, собственно, священен, да, для мусульман. Ну, правда, там есть и Пурим тоже. Буданов тоже отмечает Пурим. Вчера показали фотографии. Тут
на самом деле вот эта угроза, она вот очень серьезная. И Европа не может пойти и стремглав броситься вместе с Трампом воевать в Иране, потому что неправильно поймут вот эти мигранты, которые уже в Европе. Не те, которые прибудут в товарном количестве, а уже там. У них, извините, из-за Рамадана в Германии убирает Макдональдс картошку фри с билбордов. Ну, такие билборды, когда вот там картошка фри написано «Макдональдс», а вечер наступает, солнышко заходит, там картошка появляется, утро исчезает. Ну, чтобы не раздражать вкусовые рецепторы основного населения Германии. Это парадокс, но это так. И Европа тоже не может, скажем так, полностью поддержать Трампа по этим причинам в том числе. Может, просто возьмет и уйдет. CNN вчера публиковали, говорят, вот сейчас надо, вот давай, уходи, вот прям скажи, мы поразили, они пока это самое там залижут раны, эти иранцы, после того, что мы им сделали, пройдут десятилетия, и все. Но опять-таки, сцепка с Израилем в Америке очень многих раздражает. И вот этот IPEC, израильские вот эти... IPAC, это израильские лобби, они сейчас прям проблема внутриполитическая в Америке. Ну, израильское лобби, оно сильное в Соединенных Штатах Америки, и даже не только в Соединенных Штатах Америки, но и внутри семьи Дональда Трампа. В общем, Джаред Кушнер, да, он, насколько я понимаю, ортодоксальный человек, верующий. И Иванка Трамп, она приняла иудаизм, это дочка Трампа. То есть очень сильно связано это прям напрямую с семьей Дональда Фредовича. И Дональд Трамп, если вы вспомните, в первую свою каденцию перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, вот, что вызвало тогда массу возмущений в другой части общества, да, в другой части мира. Но он плевать хотел на эти возмущения. Это его четкая, явная позиция, и он этой позиции придерживается. То есть он считает, что так правильно, по-другому никак. То есть и он действует в этой концепции. То есть сходить с нее он никуда не будет. Чтобы выйти Трампу из этого конфликта, здесь он очень четко, кстати, отметил после слов Рубио о том, что это Израиль нанес удар. Вот мы вообще не в курсе, то есть это Израиль побудил нас. Трамп сказал ничего подобного. Это не Израиль, это мы. А Израиль с нами, а не мы с Израилем. Потому что выглядело так, ну, мягко говоря, не очень приятно для самого сильного хозяина мира, да, коим себя считает Дональд Трамп, что ним руководит, условно говоря, Израиль. А Рубио именно так это сказал. Не знаю, ошибка это была. Или он пытался как-то отпетлять и снять ответственность, но получилось максимально нелепо и максимально нелицеприятно для Трампа. Поэтому он высказался и сказал, что это наша инициатива. Израиль, как наш партнер, присоединился и, собственно говоря, работаем бок о бок против Ирана. Вот. Чтобы уйти с Ирана, в данном случае это невозможно, вот прямо здесь и сейчас, потому что Иран объявил о том, что будет поражать все объекты Соединенных Штатов Америки военные, в том числе будет бить по посольствам Израиля. То есть, если американцы сейчас уйдут на волне того, что Иран сказал, что он будет поражать объекты, на волне того, что летят ракеты со стороны Ирана и там сбиваются американские истребители, да, на волне того, что американские объекты подвергаются обстрелам, на волне того, что Арабские Эмираты и другие государства, которые, конечно, нейтральны, но тем не менее имеют базы военные США и все-таки работают со Штатами в том русле, что Штаты должны предоставить им безопасность, надеяться на это. Если Трамп сейчас уйдет, он подорвет свой авторитет не только внутри Соединенных Штатов Америки среди ядерного электората, но и во всем мире. Да? Тогда посмотрят и скажут, ну, значит, он не такой всесильный, значит, это просто понты, да, а не возможность решить вопросы и проблемы. Значит, он испугался какого-то Ирана, за который никто не впрягся. Я хочу напомнить, что со стороны Соединенных Штатов Америки огромное количество, да, там целая коалиция, поддержка, вот, в том числе среди арабских государств. А со стороны Ирана только Ливан. Ну, высказалась Турция против, ну, высказалась Россия, ну, Китай высказался. Ну, что от этих слов, ну, условно говоря, да? На практике эти слова ничего не решают. С
сколько раз мы слышали, да, решительные осуждения по поводу тех или иных действий какого-то другого, третьего, пятого государства. Это влияет что-то на практике? Вот эти дипломатические ноты, высказывания, выступления в ООН – это все уже рудимент истории. Трамп показал, что это все не работает. Работает реальная сила, работает физика, то, что можно потрогать, то, что воздействует на государство. Поэтому сейчас, вот если а его ж конкуренты, демократы в первую очередь, да, глобалисты европейские, это подадут так, что был один Иран, а у тебя первая армия в мире, американская армия, у тебя там израильская армия, мощная, тоже ядерное государство, у тебя коалиция государств, у тебя военные базы по всему Ближнему Востоку, тебе большинство государств позволяет использовать, у тебя даже есть европейцы, которые так или иначе скрипят зубами, получая чуть ли не в ухо, говорят, ну ладно, если надо, то мы, конечно, да, там, что надо, отправим, поможем, ну и будем там как-то в этом участвовать. Может быть, не военной операции, но предоставим помощь, инфраструктуру, какие-то ракеты ПАК-3, ПАК-2 для защиты неба, да, над вашими военными базами и прочее. Вот. И если он сейчас при этом раскладе уходит, ну тогда кто он? Он тогда не король. Он так король голый Ну, получается. это точно так же, знаете, с этими курдами. Иран подтвердил, что какая-то была атака на границах. Ну, отражена, сообщили, что нанесли удары, поражения. То есть, что-то таки было. О масштабах спорить сложно, но тоже смешно, да, привлекать курдов первой армии мира, да, которая не может решить вопрос. Безусловно. Однако... На то она, Александр, кстати, первая армия мира, что она очень давно не впрягалась в какие-то сухопутные, серьезные, затяжные операции. Вот именно имидж и сохраняется. Мы прилетели, ракет сбросили, отбомбились, сказали всем бояться, ховайтесь, стойте на месте. Все испугались, потому что в случае чего мы же ядерное можем применить. В отличие от других стран мы это можем. Вы же знаете, историю почитайте, да, это все было. Если будете сильно там бузить, вот мы это сделаем. Все спрятались, уши поджали. А если будет сухопутная затяжная операция, тогда много вопросов возникнет. Тогда Зеленский на коне может сказать, это или теперь у меня первая армия в мире. Он уже так говорит, да. Он уже действительно это говорит, что мы тут такие все в авангарде. Но Зеленского-то забыли, Александр. Забыли. Не пригласили его на праздник жизни, да. Не пригласили. Но он сказал, что может помочь. Смотрите, сегодня расходятся заявления Лаврова, который опровергает слова Буданова о том, что Буданов же как говорит, россияне согласились с теми гарантиями, которые американцы в ходе переговоров представили по итогам войны. Лавров говорит, в глаза не видели. По поводу духа Анкориджа, говорит, испаряется, конечно, дух Анкориджа, но, в принципе, не считают американцев нехорошими переговорщиками. Это все тот же Кушнер и Витков. Ну, то есть и по Ирану, и по вот российскому регулированию. По идее, если это будет длинная история, а все к этому идет, я с вами тут, наверное, соглашусь, да, ну, длинная как? 100 дней Политико пишет, ну хорошо, 100 дней. Это долго. Для Украины это целая вечность, я повторяю, это целая вечность. Это очень долго для Украины. Судя по сегодняшним ценам на нефть, на бензин, на вот эти все вещи, да, судя по тому, что неким, теперь уже будет нечем воевать, да, удары по Европе вы прокомментировали, разложили, чем это чревато. 100 дней это очень много. По идее, сейчас надо как-то это все сворачивать, удобоваримо, красивенько, да, идти на выборы, не идти на выборы. Короче, войну надо останавливать. Но Зеленский не останавливает эту войну. Как тогда может обернуться ситуация вокруг российско-украинской войны непосредственно с точки зрения контекста ближневосточных событий? Это напрямую отобразится, во-первых, на поставках средств ПВО, и об этом уже только ленивый не скажет, потому что страна, которая производит ПВО, да, ну, и ракеты к ПВО, Соединенные Штаты Америки, отчасти Япония производит, но там, ну, сколько, 30, говорят, ракет в год производится, да, ПАК-3 в Японии. Вот сколько это хватит для Украины, к примеру, на сколько дней 30 ракет
ПАК-3 хватит для Украины. То есть это большой-большой вопрос. Дальше. Американцы сейчас и все партнеры ближневосточных государств, которые, поверьте, гораздо большее значение имеют для американской экономики и геополитики, чем Украина, я имею в виду Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, вот, они потребуют сейчас эти комплексы на свою территорию. Они потребуют сейчас несметное количество ракет для комплексов «Патриот» и для других систем, которые защищают небо над нефтеносными полями, над нефтеперерабатывающими заводами, над дорогущими городами, в которых масса американских инвестиций и компаний работает, которые также необходимо как-то защитить. В отличие от украинских городов, да, на территории которых работают, конечно, американские компании, да, но работают немного по-другому, не так, как на Ближнем Востоке. То есть приоритеты будут расставлены. Более того, не будут. Они уже расставлены. И будет перенаправление поставок. Это значит, что в Украине скоро начнется голод для систем ПВО. То есть не будет чем отражать эти атаки. Банально просто не будет откуда брать эти ракеты и эти системы. Это первая проблема, которая возникает у Зеленского, и о которой он, кстати, честно и прямо заявляет. Он говорит, да, скоро будет прям тяжело и туго, потому что Ближний Восток оттягивает на себя весь комплекс поставок ПВО. Первый момент. Второй момент – это для войны необходимы деньги. Трамп сказал, что никаких денег тебе не дадут, потому что ты должен подписать эти мирные соглашения. Нравятся они тебе, не нравятся. Но Трамп говорит, подпиши мирные соглашения, потому что Трампу нужна это победа, то есть мир на территории Украины. Не подпишешь, ничего не получишь. Будешь по инерции получать какие-то разведданные. Понятно, никто сразу резко не оборвет связи и концы, да? Что-то понемногу будет туда приходить. Но деньги мы уже знаем, что на 77 раз, да, как заявили американцы, поставки уменьшились. И это было до начала боевых действий на Ближнем Востоке. Сейчас, мне кажется, можно еще в несколько раз добавить сверху, что деньги уменьшатся, и, скорее всего, их не будет. Значит, все это бремя перекладывается на плечи Европы. Об этом мы уже поговорили. У Европы банально скоро будет столько проблем, что им будет не до Украины, нужно дыры будет латать. А если будут не дыры латать, а будут передавать Украину, то тогда американцы воспользуются политической обстановкой, и правые политические силы будут набирать обороты, и недовольство в обществе тоже будет расти. То есть это работает в долгосрочной перспективе и среднесрочной перспективе против руководства не только национальных государств, которые ориентируются на глобалистские структуры, но и против надгосударственного образования, то есть руководства Европейского Союза. Это все будет работать против этого. Но отказаться от помощи Зеленскому, отказаться от поставок в Украину они тоже не могут. То есть у них вилка получается, потому что Украина сейчас выступает как некая склейка Европейского Союза. Вокруг Украины все эти коалиции желающих, стремящихся, охотчих, там, нуждающихся и прочих, они формируются. Британия, как является форвардом, да, всех этих коалиций, она направляет все государства вокруг Украины. То есть она их скрепляет. Вот есть Украина, есть общая проблема. Если мы сейчас не будем впрягаться в украинский вопрос, значит, русские скоро будут наступать на европейские страны, и нам необходимо сдерживать форпост. И Британия это делает лишь для того, чтобы сохранить Европейский Союз, занять в нем, хотя сама не является членом Европейского Союза, занять в нем и застолбить за собой лидирующие позиции, и сохранить центр, именно с точки зрения центра принятия решений, как глобального игрока. То есть Европейский Союз как единый глобальный игрок, как единый организм. Американцы же хотят разобщить Европейский Союз и растянуть на отдельные страны, и с каждой страной по отдельности решать свои вопросы. Кого-то экономически удушать, кому-то помогать. В данном случае хрестоматийный пример шикарнейший – это Венгрия. Это то государство, которое в Европейском Союзе, в НАТО, которое в прекрасных отношениях с американской администрацией и в таких же отношениях с Российской Федерацией, да, получает, так сказать, преференции со всех сторон, когда все потерпают от кризиса. То есть Венгрия в этом смысле выигрывают.
То есть словаки в этом смысле тоже выигрывают. Вот два государства, да, ну, у сербов ситуация гораздо сложнее, то есть они там, их прям очень, на них плотно воздействуют европейские страны, да. Но вот эти два государства выигрывают при любых раскладах. То есть у них позиции самые лучшие. Они со всеми сохраняют отношения, в том числе даже с Но Китаем. опять-таки Они венгры, если выборы не проиграет Орбан. Да, если не проиграет. Если проиграет, полностью диаметрально противоположная будет позиция государства, а сразу же позиция геополитических игроков по отношению к Венгрии поменяется, и это значит будет рыночная стоимость газа, это все пошлины американские будут на них действовать. То есть, если венгерский народ сделает огромную ошибку сейчас, да, я не вмешиваюсь в выборы, вот, просто констатирую факт, и поддержит проглобалистские силы, то он очутится в том же положении, в котором сейчас находятся другие европейские народы и страны. То есть в глубоком кризисе. У них есть сейчас феноменальная возможность из кризиса выйти ну, просто сухим из воды. Поэтому ситуация вокруг Украины, да, возвращаясь к нашему вопросу, складывается таким образом, что все чаяния Зеленского на то, что за граница нам поможет, Запад с нами и все будет хорошо, они развиваются об стены Шепетовки, как волны Атлантического океана. То есть конец этой песни. И казалось бы, при таких раскладах, если мы сейчас возьмем фронт, на фронте далеко не все радужно, да, продвижение российской армии идет, какие-то поселки, населенные пункты теряются, резервы в Украине истощаются, я имею в виду мобилизационные резервы. Об этом заявляют представители украинской власти, что тяжело найти людей. Федоров говорит, будем каких-то иностранцев уже вести. Это говорит о том, что ситуация на грани находится. При таких раскладах вот есть у тебя мирное соглашение. Вот те американцы его дали. Трамп, как поговорит, лично выписал 28 пунктов. Да, лично это же называется 28 пунктов Трампа. Не Путина, а Трампа. Вот возьми ты их, прими, останови сейчас войну. Нет, войну он останавливать не будет. Он говорит во время войны в Иране, он говорит, мы не пойдем ни на какие территориальные уступки, мы этого делать не будем. Что это значит? Это значит лишь одно, что война будет продолжаться, и будут теряться жизни людей, и будет теряться территории. Вот к чему это все идет. А Зеленский будет сохраняться пока что при власти, потому что Британии украинский кризис нужен для того, чтобы вокруг себя объединить Европу и не дать им разбежаться на все четыре стороны. Как в известном фильме было сказано, да, когда у пана атамана закончился золотой запас. Так в данном случае речь идет не о золотом запасе. Золотой запас, кстати, у пана атамана заканчивается. Вот. А об Украине как некой склейки Европейского Союза. И сейчас у них ситуация очень критическая, именно у неоглобалистов. Поэтому, когда мы говорим о том, что Трамп, почему этот конфликт с Ираном, какие вопросы он закрывает вопросы в том числе противостояния Трампа и его конкурентов прямых, именно неоглобалистских структур в Европе. Очень огромный ущерб наносит. А другие геополитические игроки, в данном случае Российская Федерация, которая является тоже конкурентом и врагом для глобалистов, тут работает концепция «враг моего врага мой друг». Вот и Путин говорит, ну тогда мы ничего поставлять не будем. Покупайте американское. Оно лучшее, оно с молекулами свободы, оно демократичное. Правда, в раз 10 дороже, и вы потом ничего произвести не сможете. Ну так это ж цена за свободу такова. Как тогда закончится война в Украине? Вот, понимаете, опять-таки, все же рисуют определенные, картинки, да, вот эти замки из песка. Героизируют одну сторону, другую сторону, как бы бесчеловеченно, расчеловечивают, да? Значит, или наоборот, да, в зависимости от точки сидения. Вот эта история с Ближним Востоком, она же дает момент отрезвления украинцам. Потому что там не все то золото, что блестит, да, где черное, где белое, поди разбери. Вот даже вот, казалось бы, испанец же четко сказал, невозможно незаконными методами останавливать беззаконие. Ну, то есть, близко к тексту, вот так. Формула же понятная. Опять-таки, по темам баз НАТО,
Да, вот Рютте заявил, не будем, там на Турцию летела ракета, не будем включать 5-ю статью. Так ясен красен, ты бы ее не включал. То есть, ну, все прекрасно все понимают. Бутафорскость вот этих всех принципов и морали. Все прекрасно это видят. И кажется, что на фоне вот этих всех красивых, не знаю, эпических, да, мифологических уже даже вещей, все закончится проще. Просто возьмет и закончится. Вот опять-таки, сколько было красивых слов про ковид, помните? О том, что здоровье человека, вирус этот, который там от человека, вот эти все мутации, вакцины, а давайте бустеры колоть, а давайте вторые бустеры. Вот это все было же тоже оповито определенными легендами. Дальше проходит несколько лет, видно, из чего бодяжили эти вакцины, кто на них зарабатывал. Урсула, привет. То есть, да, все прекрасно понимают. Все очень как-то просто, резко закончилось, и все забыли об этом, да, на фоне другой угрозы. Может, все закончится гораздо проще, неказистее, чем, например, Россия заявляет, да? Чем Украина, вот это вот бьет себя в грудь Зеленский, тоже заявляет. Просто возьмет и закончится. Причем без вот этих велеречивых речей, что это передышка, мы будем еще. Не, еще больше уже никто не будет. Вот просто закончится и все. Будут отведены войска, не будут отведены войска. Мир сейчас получилась такая реальность, что всем плевать на войска, отвод, другие вещи. Все заняты другой проблемой. Ну вот, например, кризисом, который однозначно повлечет уже по состоянию на сейчас события на Ближнем Востоке. Денег не будет воевать, танк нечем заправить. Ну, это гипотетически, утрируя, очень упрощая эти вещи. Это, кстати, реальная проблема с дизелем, например. Это прям проблема, которая сейчас в Украине возникает. А дизель во время блэкаутов, когда есть такое понятие, как дизельный генератор, когда вся военная техника заправляется дизелем, да, который необходим для ведения боевых действий и прочих вещей, это серьезная проблема. Это действительно та проблема, которая уже вот-вот на пороге. И это я молчу о том, что проблема будет и в гражданском секторе. Когда мы смотрим, например, на заправки украинские, там, где ежечасно растет стоимость бензина и дизеля, когда мы видим, что создается, да, пусть там кто угодно расскажет, искусственно, не искусственно ажиотаж. Этот ажиотаж есть, и он по понятным причинам. И я бы на месте тех людей, которые ездят и стоят в очередях на заправках, я бы то же самое делал, потому что прекрасно понимаю, к чему приведет эта война на Ближнем Востоке, к чему она уже приводит. И я хочу всем напомнить, что был у нас такой прекрасный премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк, который с большой такой улыбкой и счастьем сказал, что у нас теперь наконец-то рыночные стоимости энергоресурсов, как в Европе, мы теперь привязаны к Роттердаму, Амстердаму и другому даму, то есть и мы будем платить как европейцы. Бо ось це от по-європейськи, да, сейчас будем платить как европейцы. А параллельно с этим, когда Международный валютный фонд диктует правила, а вот это вот правительство, да, чтобы по-другому не сказать, берет под козырек и снимает ограничения, мораторий на поднятие цен коммунальных платежей. А с учетом того, что опять возвращаемся к рыночным стоимостям, это значит, что формироваться будет по европейскому рынку. Европейский рынок обваливается, цены просто влетят вверх. Это значит, что украинский потребитель будет платить, исходя из европейских котировок, колоссальные деньги. Параллельно с этим, когда Словакия полностью блокирует любые поставки энергоресурса. Венгрия тоже говорит, что будет все заблокировано. Разбирайтесь с нефтепроводом «Дружба». Да? Когда Фицо говорит, что непонятно, что между глаз у Зеленского, ну точно не нос находится. Да? Вот. Это что же о многом говорит? Это позиция. Как бы он там в какой шуточной форме не подавали, можно, да, это и смеяться, и анекдоты придумывать. Но сам факт того, что это позиция незыблемая со стороны восточноевропейских государств по отношению к Украине. Это важный момент. И вот что касательно окончания войны, как
точно она закончится, я знать этого не могу. Мне кажется, что никто этого не знает. А те, кто расскажет, что знают, банально просто врут. Но то, что она закончится, и закончится она объективно, да, если не в конце этого года, то в следующем точно, говорит запас прочности. Вот, запас прочности и возможности воевать. И мы с вами неоднократно обсуждали. Еще раз повторю, ведь истина повторения не тускнеет. Суть в том, что когда ты воюешь, ты должен располагать какими-то своими силами. Ты не можешь отдать все на откуп своим партнерам либо другим государствам. Потому что сегодня это партнер, а завтра, да, политическая конъюнктура меняется, и он тебе в лучшем случае не партнер, а в худшем случае партнер твоего противника. Такое тоже случалось неоднократно. Сегодня у партнера деньги есть, да, он кутит, гуляет и тебе выделяет. А завтра обстоятельства складываются таким образом, что у партнеру самому неоткуда деньги брать, а он тебе, оказывается, в долг давал. И тут, условно говоря, партнер, да, чисто как в человеческой жизни, вспоминает, что ты ему бабла должен и требует выдать тебе деньги. А если ты денег не выдашь ему с процентами, которые ты у них брал, вот так он примет какие-то контрмеры. А какие контрмеры может принять партнер? Ну, может, так сказать, заблокировать любые поставки, любые кредиты, например, которые тебе должны были выделить его партнеры, которые с ним связаны обязательствами. Или может, как сказал Рубио, да, неделю назад, мы, говорит, русским оружие не продаем и против Украины санкции не вводим. Но, насколько я понимаю, могут и оружие продать, и санкции ввести. Но кто сейчас скажет, что это невозможно? Вот мне интересно, найдется ли человек, который скажет, вот американцы, ну, никогда этого не сделают. Ну, от Трампа, да, как говорится, можно ожидать чего угодно. Но вот это чего угодно, оно все равно лежит в логической плоскости. Именно логика руководит его поступками. Как бы это ни выглядело сейчас алогичным, как многие говорят, он сошел с ума, мир сошел с ума. Что происходит? Да ничего подобного. Мир с ума не сошел. Очень прагматичные люди играют в игру, и плевать они сейчас хотели на какое-то дипломатическое прикрытие, как это было раньше. Раньше все находили благие намерения. Вот там такой плохой руководитель, ой, необходимо, значит, его сместить, необходимо его посадить, он там спонсор плохих организаций, у него демократии нет, ой, он угнетает там права коренного населения или не коренного населения, а мы, как международный там судья, должны вписаться, должны всем помочь и спасти угнетенных. Нет сейчас такого. Трамп говорит, там нефть наша лежит, отдайте нефть сюда. Они говорят, так это не ваша, это же наша нефть. Ну, говорит, вы ошибаетесь. Потому что до 1979 года она была наша, а потом вы выгнали оттуда Пехлевье. Теперь это уже не наше, но мы хотим вернуть. Да, от вас плохой Аятолла. Он говорит, это очень плохой парень. Говорит, поэтому мы его взяли и ликвидировали. Говорит, а в Венесуэле очень плохой Мадуро. Оказывается, он там что-то возил на лодках, лично, наверное, да, и толкал где-то в Майами. Ну, вот выглядит это именно так. Это плохой парень. И мы его хотим забрать. А вообще-то то, что он плохой, это полбеды. Там нефть наша находится. Наша американская нефть на территории Венесуэлы. И ему плевать, как это выглядит. Вот плевать. И если Трамп завтра скажет, что Зеленский является преступником, который разворовал деньги американских налогоплательщиков, который был пособником, да, преступника. Неужели корабли и авианосцы подтянутся в Черное море? Не знаю. Не знаю. Могут и подтянуться, если доктрина Монтрё позволит, да. Здесь необходимо, так сказать, разрешение и турков, и русских, вот, и близлежащих государств Черноморского региона. Вот. Дело не в этом. Мне кажется, да, я так считаю, что он может пойти на санкции. Трамп может пойти на санкции против Зеленского. Почему я говорю, мне кажется, я так считаю, я не люблю, да, говорить о том, что сделает там какой-то другой политик. Я говорю, что у него есть такие возможности, и он может это сделать, у него нет никаких препятствий. Поэтому санкции могут быть введены. Если предпосылки к тому, чтобы эти санкции были введены против Зеленского и его окружения, ну вот вам дело Миндича, дело Галущенко, дело других персонажей, да, которые
похитили американские деньги, да, которые были предназначены для внутреннего потребления. Нам не случайно это ружье в первом акте показали. Оно рано или поздно выстрелит, если кто забыл. Были пачки налика, изъятые НАБУ и САП, на которых была маркировка. И по этой маркировке деньги для внутреннего пользования, они не должны были выходить с территории США. А это значит, что лежит интересное уголовное дело, либо оно заканчивает свою подготовку, в котором будут замешаны конкуренты Трампа внутри Соединенных Штатов Америки. Не зря он 100 раз говорит, во-первых, называет там Джо Байдена сонным, да, еще как-то, и говорит, что при нем бесконтрольно деньги и оружие. Кстати, его пресс-секретарь вот буквально вчера еще раз об этом сказал. Оружие и деньги бесконтрольно шли в Украину. А потом оказывается, так это расхищение было. Может быть, эти деньги шли в Украину, где-то отмывались и потом падали на счета коррумпированных американских чиновников. И сейчас Дональд Трамп прямо перед выборами вот так вот красиво. Да как достанет это все, как скажет, вы же посмотрите, уголовники, клейма негде ставить. Вот эти уголовники и вот их мелкие пособники, которые сейчас в Украине себя почему-то считают властью. И здесь, кстати, он откроет документы и скажет, послушайте, оказывается, по Конституции Украины так он никакой не президент, он самозванец. Он самозванец. Он узурпировал власть с 24 года, да, с мая месяца он уже не президент Украины. А кому ж вы помогали? Так получается, Байден помогал даже не президенту, да, он помогал кому-то непонятному, какому-то человеку. А еще, оказывается, этот человек нарушил права, базовые права человека внутри своей страны. Ну, дела. Ну, тут точно пахнет не просто санкциями. Тут Америка должна вмешаться. Ну, И тут Трамп просто, может себе это позволить. просто, понимаете, тут сроки очень важны. Сроки, потому что, условно, сейчас же как вот это... Условно меня делаются, да. Да, условно меня делается. Почему? Как говорят, вот, что это типа война Трампа, да? Ну, с Ираном. Война же Трампа. Так и украинская война уже тоже Трампа. Уже тоже. Да, он там не помогает, но это тоже Трампа. Он ее не закончил. Это его война, да, с этими европейцами, вот это вот они ходят, там оружие у него покупают. Поэтому тут срок должен быть плюс-минус вменяемый. Потому что если это затянется, и почему, в общем-то, Зеленский себя ведет, как ведет? Он понимает, что если затянется еще на полгодика, то это станет больше на полгода войной Трампа. Соответственно, он уже не выйдет и не скажет, не сделает круглые глаза, и скажет, как так, пересидент? Или, например, воры с демократами. Вот так они воровали. Он уже этого не скажет. Ему надо вот сейчас это все должно решаться, и дедлайны горят. Дедлайны горят. Вопрос только обидный в конце, что вот не знаю, попадалась вам или нет, вот эта там украинка девочка, молоденькая, там в машине сидит, записывает, говорит, я в шоке. Я в шоке. Мы как тараканы. Мы как тараканы. Мы вот на людей плевать. Мы живем эти 4 года войны в Украине. Да, нам новости читают. Ликвидировали того, ликвидировали сего. Как в игре какой-то компьютерной. Выставляет человек пост, делится, что он там погиб у него кто-то. От ракеты, еще от чего-то. А все пишут, ну так а что? Ну шо ж. В смысле, ну шо ж. Ну то есть, перевернули сознание. Загнали людей вот в эту какую-то... Их, они не то, что они вообще не важны. Они вот эти все россказни уже просто фигура речи там Зеленского, который в очередной раз награждает убийцу человека Стерненко. Это же новое награждение. Он собирает там всяких медиков, волонтеров, жмет ему руку, вручает, дает, рассказывает о том, что по-настоящему эти люди с Украиной. То есть, а человек, ему плевать на него. Никто его не ставит во главу угла. Ну, такой крик души очередной, понимаете? И таких людей, это периодически так попадается. Люди действительно, ну, пора просыпаться уже. Пора просыпаться, рассмотреть по сторонам. И что действительно вокруг нас же происходит. А в этот морок загнали настолько, что кажется, что и выхода никакого нет. Усика предлагают. Ну, или он предлагает себя. То есть был
комик стал боксер, ну, например, да. Другой боксер борется с комиком, сейчас это Кличко там, да, воюет с Зеленским, потому что везде утвердили какие-то планы защиты, а в Киеве не утвердили, начинают там вот это вот перетягивание канатов очередное. А хотя утвердили, не утвердили, какая разница? То есть вот сейчас опять сообщают о каком-то новом ударе, который готовится, выбьют не только электричество, но и канализацию, и тогда вообще добрый вечер. Ну, просто. А человек бегает как таракан, ищет где что укусить. Ну, есть боевые тараканы, есть тараканы, которые других тараканов засовывают вперед в эту бойню, чтобы те как бы под тапок ложились условного хозяина. Вот так и живем. А выхода из этой воронки нет. И ни один, это не к вам, не в ваш камень-огород, ни один политолог, философ, артист, писатель, никто не может предложить, как вырваться из этого замкнутого круга. Почему? Знаете, когда мы говорим о том, что придет какой-то условный Усик, да, там боксер, там, либо еще какой-то условный, может быть, не знаю, саночник, да, или как там они называют, до сих пор не могу выучить вид спорта этого, Гераскевич. Вот, придет он к власти, либо еще кто-то. Шутки шутками, да, но политические проекты, они готовятся. И, к огромному сожалению, ключевая фраза в этом всем – проекты. Это проекты, это не идеи, не партии, это все политические проекты. И в Украине, к огромному сожалению, еще до войны были в большинстве своем именно проекты. Проект под выборы. Объединяется группа бизнесменов, да, или олигархов, или не объединяется, и говорят так: мне необходимо, значит, для моего бизнеса, для расширения такие действия. Для этого мне необходимо прийти к власти или привести каких-то людей. Давайте создадим проект. Что сейчас модно нынче в этом сезоне? Да? Зеленый цвет модный, да, или красный цвет, или синий, бело-синий, или бордовый, да. Кому что нравится, да, в итоге все равно коричневым получается. Но суть не в этом. Суть в том, что вот эти проекты Вы имеете в виду фашизм? Я имею в виду субстанцию, которой в приличном обществе не говорят. Да. Это важное уточнение, потому что... Нет, тут смотря как цвета смешивать. Может и фашизм получиться, да, но в данном случае получаются отходы. Вот, как бы они себя ни называли. Потому что это политические проекты. Для того, чтобы государство имело какой-то курс в будущем, для того, чтобы оно могло развиваться, для того, чтобы строить какие-то планы хотя бы на 5 или 10 лет, у власти должны быть не ситуативные проекты, а действительно политические силы, которые имеют хоть какой-то план развития и какую-то цель, чтобы их цель не заканчивалась на приходе к власти. Потому что в большинстве цель партии – приход к власти. Классическое определение, а что дальше? Ты пришел к власти. А дальше идет удовлетворение всех своих потребностей, попутно потребностей моего окружения, попутно тех, кто денег дал на этот политический проект. И, в общем, мы все сталкиваемся с этой историей. То есть, получается, все нелицеприятно. Дальше, когда определенные олигархи либо структуры приводят к власти просто медийных, веселых ребят, их потом перекупают, их потом перевербуют, они потом начинают в себя очень сильно верить и начинают думать, что они действительно руководят страной. И начинают руководить. Вот самое страшное в этом всем, что они реально начинают руководить. А как может руководить, не знаю, танцор Министерством обороны, да, либо там какой-то боксер Министерством образования? Он может быть лучший танцор в мире, он может быть чемпион мира по боксу, но он не может руководить, потому что он этому не обучался. У него нет для этого каких-то внутренних предпосылок, задатков, чтобы этим заниматься. Существует закон, да, кибернетический, Эшби называется, который гласит о том, что управляющая система должна быть сложнее, чем управляемая. Иначе управление невозможно. Это простым языком
те, которые управляют сложным государственным механизмом, а государственный механизм – это очень сложный организм и сложная структура, масса ответвлений, там сложная система управления, не просто вертикаль, да, как многим кажется, что один сказал, все сделали, нет. Система сдерживания противовеса, ну, в общем, очень большой организм. Тот человек, который становится во главе этого организма, он должен быть еще сложнее, чем этот организм, то есть умнее этого организма, и должен видеть комплексно не только этот организм, но и его развитие, его возможные болезни этого организма. Да? Он в случае этих болезней должен понимать лечение, что необходимо и как делать, взаимодействие этого организма с другими организмами, местонахождение его и прочее, прочее, прочее. То есть банально понимать мировую повестку, геополитическую повестку, управленческую повестку внутри страны и культурную, в том числе экономическую и прочее. Такой человек может управлять. Но когда приходит прекрасный парень, да, всем казалось, Владимир Александрович Зеленский, он веселый, у него позитивная узнаваемость, он классный, такой не тяжелый, он не из системы, он с собой приводит людей, делает их, всех нас делает вместе, реально сделал всех нас вместе. Вот. Кто-то в эмиграции, под уголовными делами, под санкциями, кто-то со стороны из дому боится выйти. Ну, сделал всех, вот, причем конкретно разом. Вот. Приходят они к власти и начинают там куролесить. Да? Министр экономики говорит, что он дурачок, да, публично заявляет, хихи-ха-ха. Другой на самокате гоняет. Третий говорит, да, этих русских, что, давай им пообещаем, кинем их 10 раз. Потом кинем тех же американцев, мы еще с китайцами можем договориться. Мне один из руководителей, да, украинского государства говорил, да, я тебе отвечаю. Мы от китайцев, мы с ними вообще распетляем решение. Я ему объясняю, говорю, слушай, родной, не получится так сделать, если вы уже эту линию взяли, вас там просто высушат. Он говорит, да нет, я тебе отвечаю, посмотришь. Посмотрели, привет, да, посмотрели, как они разрулили и в каком месте сейчас находится наша страна. Вот кто пришел к власти, вот кто занимается кто занимает руководящие должности. Ну, и нам сейчас всё. говорят, нам сейчас говорят, давайте Усика изберем или Валеру Залужного. Ну, друзья, и пса-патрона тогда изберите, мне кажется, результат такой же будет. Но началось все с того, что это же, ну, помните, так как сейчас сбывается чернуха Порошенко, чернуха, которая лилась на Зеленского, про мобилизацию, про там НАТО, про эти все вещи, газеты фейковые издавались штабом Порошенко против штабом Зеленского. Был такой период, ну, все там только видят, там, что наркоман, не наркоман, в общем, эти грузовик сбивает, такое. А было же вот не чернушное, а абсолютно там честное, спокойное интервью Елены Зеленской. И у нее там журналист спрашивают, это предвыборный эпизод, да, она говорит там, да, вот там же создавали эту картинку, она против, чтобы он ушел, ну, в общем-то, опасность, вот это все. И потом как-то избрали, или сразу после выборов, или до выборов, ну, до победы или после, вот в этот промежуток вот прям такое малозамеченное интервью было. Плюсы, по-моему, какие-то, или там под плюсами какой-то канал. Ее спрашивают, говорит, слушайте, ну, я думаю, что это будет удачный для нас проект. Президентство Зеленского. Проект. То ровно на что вы обратили внимание выше, а она же как бы тоже в 95-м квартале, тоже там среди авторов, Говорит, вот такой проект. Я вот отношусь к этому, это проект. Ну, а что мы тогда хотим? Ну, получился проект. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Добра и света. Увидимся.